Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза. Сегодня предлагаю вам связать вот такие замечательные тапочки-балетки. Вяжутся они одним полотном, вяжутся совершенно без швов. Очень просто, очень быстро. За счет вот такого узора очень хорошо, комфортно сидят на ноге. Берите крючок, давайте вязать. Для работы нам потребуется пряжа. У меня остаточки вот такого акрила есть. Двуцветного, серый с белым. Он очень мягкий, пушистый, качественный акрил, не скрипит совсем. Я вязать буду в 2 сложения. Немножечко совсем потребуется для отделки контрастной пряжи. У меня это, насколько я помню, софти от Элизе, по-моему. Крючок я взяла 5, ножницы, ну и вовнутрь тапочка я просто вставлю вот такие стелечки. Это для тепла и для комфорта исключительно. Вот так выглядит наш тапочек вблизи. Вязать мы его будем от начала до конца, без всяких швов, без всяких сшиваний. Начинаем вязать с подошвы. Вязание начинаем с набора цепочки из воздушных петель, как всегда. Как узнать, какой длины вам нужно набрать эту цепочку? Измеряем ногу, подошву, отнимаем 4 сантиметра. Вот примерно ваша длина цепочки. У меня это будет 22 петли. Сколько будет у вас, вы, пожалуйста, рассчитайте сами на свою ногу. Начинаем набор петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Уже сюда в эти петли у меня входят петли подъема, чтобы поднять ряд. У вас тоже, если вы рассчитывали минус 4 сантиметра на подошву, то больше ничего набирать дополнительно нам не нужно. Набрали нужное количество петель, сделали накид и отсчитали от крючка 4 петельки. 1, 2, 3, 4. В 4-ю провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, в одну петельку 2 и 3. Дальше вяжем в каждую петельку цепочки по одному столбику с одним накидом 10 штук. 1, 2, 3 и так далее 10 столбиков. 10 столбиков откуда у меня взялось? Если вдруг вы вяжете размер больше или меньше, примерно разделите вашу цепочку на 2 части и вяжите эти большие столбики с одним накидом до середины цепочки. Примерно так. Провязали 10 столбиков, ну или сколько у вас по расчетам вышло. Следующую петельку нам нужно сделать как бы занижение ряда. Делаем накид и провязываем полустолбик. То есть все 3 петли с крючка провязываем сразу. Дальше вяжем столбиками без накида. Сколько количества я вам говорить не буду, потому что у каждого оно свое. Вяжем мы до предпоследней петельки ряда. Довязали до последней петли. В последнюю петельку я провяжу 7 столбиков без накида в одну петлю. 1, 2, 3, 4. Хвостик будем прокладывать. 5, 6 и 7. Сразу вот так хвостичек я положу и буду ввязывать его, чтобы лишних потом узлов не делать. Все, дальше в каждую вот интуитивную петельку мы будем провязывать столбики без накида по одному в каждую петлю предыдущего ряда. Вяжем.
вяжем в зеркальном отображении вот этого ряда. То есть до тех пор вяжете столбиком без накида, пока у вас на противоположной стороне, вот он, не случится полустолбик. Здесь тоже вяжем полустолбик и переходим на столбики с одним накидом. Точно так же, как и здесь, и вяжем до предпоследней петли. Довязали до последней петельки, накид, и в эту петлю, откуда мы начинали вязание, провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Находим наши петли подъема, 1, 2, и во вторую вяжем соединительную петлю. Вот что у нас получилось на данный момент. 2 воздушные петли подъема. В эту же петельку вяжем столбик с одним накидом. И здесь у нас еще прибавочка шла 1, 2, 3 столбик с накидом. Сюда мы тоже провязываем по 2 столбика с накидом в каждую петлю прибавки. 1, 2. Следующую петельку еще 2 столбика. И в следующую петельку еще 2 столбика. Дальше вяжем столбиками с одним накидом. Вязать мы так будем до того места, где у нас были прибавочки. То есть вот до этих 7 столбиков без накида. Довязали до петель прибавки. И теперь в каждую из 7 петелек предыдущего ряда мы провяжем по 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую петельку 1, 2. Следующую тоже 2 столбика с одним накидом. Возможно, опытные вязальщицы скажут, что очень много прибавок, но на самом деле в следующем ряду они у нас компенсируются. Следующую петельку тоже 2 столбика с одним накидом. Так мы вяжем по 2 столбика с одним накидом до конца прибавок 7 этих петель. Дальше будем вязать по 1 столбику с накидом до места, где у нас были прибавочки. Довязали до петелек прибавки. И у нас здесь мы 4 делали прибавочки. Здесь у нас осталось 3 петли. В каждую из них мы вяжем по 2 столбика с одним накидом. Первая прибавка. В следующую петлю 2 прибавочка. И в третью петельку последняя прибавка. Все. Отсчитали 1, 2, 2 петли. И соединительной петлей все закрыли. Вот что у нас получилось пока что на данный момент. Одну воздушную петлю подъема. И теперь в каждую петельку предыдущего ряда свободненько провязываем столбики с одним накидом. Провязываем без всяких прибавок, просто по периметру столбики вяжем вокруг и до конца ряда. Все, стелька наша почти готова, и осталось закрыть крайнюю петлю на стельке. Закрывать мы ее будем не как обычным способом за петлю, а за дальнюю полупетлю. Вот у нас здесь, видите, с краю идет косичка такая. Мы будем сейчас крепиться не за петельки, да, целиком, как при обычном вязании, а за дальнюю полупетлю. То есть мы вытягиваем петлю, соединительную петельку делаем, 2 воздушных петли подъема, накид, и в каждую полупетлю предыдущего ряда мы провяжем столбик с одним накидом.
за полупетельку. Так мы вяжем по кругу до того места, откуда начали. Довязали по кругу почти до конца. Вот с этой петельки мы начинали. Теперь самое интересное. Теперь мы последний столбик, не последний, а последний в ряду, будем вязать не за заднюю полупетлю, а за переднюю к нам полупетельку. Вяжем столбик с одним накидом, накид. Ищем следующую полупетельку, которая у нас была оставлена, да, вот эту вот ближнюю к нам. Не очень удобно, но это только один ряд. Снова вяжем столбик с одним накидом, накид, и ищем третью петельку. Вот она у меня. И вяжем еще один столбик с одним накидом. Все, вот что у нас получилось, видите? Как бы зашли друг за друга наши ряды. 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем работу. Накид. И теперь ищем второй столбик предыдущего ряда. Вот он у меня, да? Я его обхватываю крючком сзади и вяжу выпуклый столбик с одним накидом. Накид. Ищу следующий столбик, обхватываю крючком спереди и провязываю столбик вогнутый с одним накидом. Накид. Следующий столбик ищу, обхватываю крючком сзади, вяжу выпуклый столбик. Накид. Следующий столбик вогнутый, провязываю. Таким образом я буду вязать по кругу до конца ряда. Вот, довязали мы почти до конца ряда. Вот так это сейчас выглядит. Понимаю, что на такой пряже не сильно видно, но как-то вот не случилось у меня другой пряжи. Вот здесь у нас начальные 2 петли подъема, помните, да? Вот мы находим вторую петлю снизу и вяжем. Закрываем столбик 1 раз. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот у нас здесь идут столбики начала ряда. Смотрим, где у нас начинается наш столбик, точнее заканчивается, и отсчитываем 3 ряда, да? 1, 2, 3. 1, 2, второй вогнутый и третий выпуклый. И вот сюда в основание я ввожу крючок, вытягиваю нить и сразу протягиваю через 2 петли. То есть, как бы у меня, видите, начал формироваться сам тапочек. Дальше я вяжу 2 воздушные петли подъема, как при обычном вязании. Разворачиваю работу, накид, ищу, какой у меня первый, у меня выгнутый столбик, значит, я вяжу по рисунку выгнутый столбик в обратном направлении. Дальше вогнутый, вяжу вогнутый. Ну, у меня, конечно, с левой стороны так они, с правой они по-другому, да, где выпуклый, там вогнутый. Но мы проговариваем то, что мы видим сейчас лицом. Накид, следующий по рисунку идет выпуклый. Дальше вогнутый и так далее. Мы вяжем, вяжем по кругу до сих пор. Тапок можно выворачивать куда вам угодно на данный момент, да. Вот мы довязали до конца ряда. Довязали сюда. То же самое провязываем 1 раз столбик с накидом, ищем 1, 2, 3 ряд и в основание столбика сразу прикрепляем наш ряд. Подъем и пошли в обратном направлении по рисунку. И каждый раз мы будем вязать так. Постепенно у нас начнет формироваться вот такой тапочек. То есть наши ряды, они будут располагаться вот таким образом на подошве, да. Вязать этих рядов можно сколько угодно. У меня здесь связано 5 рядов. То есть туда обратными рядами 5 рядов я вязала резинкой. Вы можете поглубже сделать вырез. Можете наоборот, прямо до самой ноги, да,
сделать, закрыть больше ножку. Как вам нравится. Примеряйте, смотрите. Тапочек у вас будет формироваться сам собой уже готовый. Покажу вам еще раз конец ряда. Вдруг кто не понял. Делаем накид. Находим наши вот эти 2 петли подъема. Во второй снизу провязываем 1 раз петельку. Не закрываем до конца. Ищем у основания 3 ряд 1, 2, 3. И вот так прямо сквозь петли вытягиваем рабочую нить и сразу проводим ее через 2 петли. Все. Снова делаем 2 петли подъема и вяжем в обратном направлении по кругу. Не по кругу, а туда обратными рядами. Вот как у нас складывается наш тапочек. Видите, постепенно начинает складываться. С каждым рядом он будет все глубже, глубже и глубже становиться. Все, тапочек мой практически готов. Вот так он сейчас выглядит. Он еще растягивается на ноге хорошо. Прямо в облипочку сидит за счет того, что связан он резинкой. Можно уже так, в принципе, и оставить. Но я хочу сделать вот такую симпатичную пушистенькую обвязку на этот тапочек. И сделать ее очень-очень просто. Наверное, вы уже и сами знаете, как ее сделать. Берем крючок. Я возьму чуть-чуть поменьше размер крючок. Так, чуть-чуть поменьше. 4. Можно и этим же обвязать, и уже это ваше дело. И начиная вот от самого краюшка. Нахожу, где у меня тут краюшек. Где мне кажется у меня краюшек. Нет, например, пускай он будет вот здесь. Присоединяю нить. Вяжу 1 воздушную петлю подъема. Здесь мы все затянем. И потом в каждую петельку по краю, в каждую, я провяжу столбик без накида. Вот таким образом. Вот такой пушочком таким обвяжем. И у нас получится симпатичный тапочек. Будем вязать по кругу и вот до внутренней стороны, до самого конца. Все, тапочки мои готовы. Вяжутся они просто, быстро, без всяких швов. На ножке сидят очень хорошо, комфортно за счет вот этой резиночки. Выглядят достаточно стильно, эффектно. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Под видео колокольчик, нажимаем на него, не забываем, для того, чтобы быть в курсе всех моих новых мастер-классов. Всех люблю, пока-пока.